17 ноября, утро, 7:44. Тут эти вон понаехали уже строители, выкашивают растительность под мостом. Так что это правильно, что я там внизу палатку не ставил, а то бы они меня пораньше прогнали отсюда. Работают с утра пораньше. Еще было только 7 утра, а они уже тут как тут. Я здесь, по соседству, на берегу речки, размещусь позавтракать. Что там у меня осталось? Такояки и окономияки. Купил вчера за полцены. Подогреть только надо. В котелок засунуть. Сегодня ветер, я понимаю, встречный. Ну и кто придумал такую дорогу сделать? А здесь не только дороги, здесь и знаки тоже, наверное, один и тот же художник рисовал. А вот и планеристы. Вернее, прицепы, которые от них остались. Планеристов сегодня не видно. Студенческий планерный клуб. А вот здесь их аэродром. Берег реки. Ну, они часто на берегах рек базируются, где плоско и много свободного пространства, неиспользуемого. Куда ни едь, все время против ветра. Такой вот он, кумамотовский ветер. Где-то вот он уже будет здесь. Замок этот самый. Чучело самурая. Это чувак, который построил замок Кумамото. Сувениры с кумамонами. Носки с кумамонами. За 660 йен. Ну и всякое остальное. Короче, замок на ремонте. И нарисовали нам замок. Смотрите, говорят, какой замок. Не, ну он не весь на ремонте. Занимаются перекладыванием камней. Пронумеровано все. Разложено. Слишком уж туристическое место. О, ветер сегодня. Ну, отсюда виден кусочек замка. И здесь кумамон круглый. А здесь не круглый. Здесь он в виде самурая. Самурамон. Короче, выяснил. Оказывается, в 2016 году в результате землетрясения часть сооружения обрушилась, часть стен, ворота и, возможно, еще что-то. Ну и если я что-то правильно понимаю, то, наверное, здесь они уже разбираются, что к чему, и, возможно, пытаются собрать из этого что-то, что можно еще собрать обратно. Перекладывают, подписывают что-то вон. Здесь даже написано что-то. Да, реконструкция ворот и стены. В общем, что-то они делают, местные специалисты. Они будут везде. Было бы странно, если бы их не было. На коврике. Те колокольчики. Где у них велики здесь паркуют? Главный офис Кумамона. Здесь можно фоткаться с Кумамоном.
Все. Поеду на север. На север. Против ветра, понятное дело. Только самого главного не понимаю, почему на люках не кумамоны. Это же против всех правил. Веломагазин покажу, может кому интересно. Велики 68 тысяч, ну ладно, 69 округлим. Жесткая вилка, ну, такой дорожный велик нормальный. Вот на таком можно по ходу ездить, только покрышку чуть побольше поставить, пошире в смысле, мягче будет. Ну, а тут багажник не закрепишь, не вариант. Вот GT-шка какая-то. GT Aggressor Pro называется. 57600. Дисковые тормоза механические. Задняя кассета на 8. Передняя система на 3. Что еще про него сказать? Дюймов сколько? 26 тут. А может не 26, а может 27,5. Может и 27,5, да. Похоже на эти. Эти подороже. Спорт, Aggressor Sport какой-то. Там что-то. Чем они отличаются? Вилки жесткие у этих двух. О, кстати, это хороший вариант. Я бы даже такое предпочел. Антиамортизационное барахло. Толку малый, лишний вес. Ну, что еще? Такое всякое тут продается. Много всего. Цены смотрите сами. Я не буду каждый озвучивать. Велики с корзинками. Такое среднее. Ни рыба, ни мясо. Корзинка в нем лишняя. Вот такая штука еще есть. Для любителей экзотики. Ну, все дела. Кумамон. Он тут везде. Это довольно простой велик. Не знаю, дорого это или нет, но я бы на таком ездил. Я думаю, вполне. Но у него передняя система только с одной звездой. Хотелось бы чего-то большего. Ну ладно. Это так. Все, поеду дальше. Не буду. Это не кумамоны. Точно не кумамоны. Че, кто хочет посмотреть на Кумамото с высоты? Высота у нас уже есть. И все идет к тому, что будет еще больше этой самой высоты. О! Вон туда наверх, куда машинка поехала. Чё-то я тепло оделся. Думал, сейчас ветер будет, буду мерзнуть. А тут, нате вам, горки. Ладно, раз уж я забрался отклониться от маршрута, заехать на стоянку, посмотреть. Смотреть тут особо не на что. Японская застройка. А в вашем гараже есть Сейбр? Или Форд? Вот такой. Ну или хотя бы старенькая Honda. Сейбера в гараже я еще не видел. Вообще это магазинчик всякой
старомодных шмоток. Там на американскую тематику. Тут всякого разного такого. Даже ружье можно. Я не знаю, продается оно или нет. Но тут выставлено. Вот так вот. В основном это модные шмотки на американскую тематику. Военную. И не только. Можно болванку вот купить. Скольки там 152-миллиметровую или около того. Ну, может, это и не продается. Вряд ли они оружием торгуют. Ёшкин кот. Шлемы авиационные. Смотреть. Ну, еще. Ну и еще покажу свою коллекцию кумамонов, которую удалось насобирать по пути. Если вдруг кто не в курсе, кумамон — это вымышленный медведь-талисман префектуры Кумамото, созданный в 2010 году в рамках кампании с целью привлечения туристов после ввода в эксплуатацию сети железных дорог Кюшю Шинкансен. Один из самых успешных персонажей в Японии, приносящий миллиарды йен экономического эффекта. Короче, проехал еще немного, решил остановиться перекусить, подогрел в этом супермаркете, в микроволновке, там что у меня было еще со вчерашнего, всякие окуномияки, такояки, целая коробка. Свернул куда-то в пустырь какой-то, в деревню уже в какую-то заехал, где нету конвини, там ничего. Остановился, пустырь такой приличный, там какая-то строительная техника стоит, до утра будет стоять, никто сюда не придет. Думаю, а что бы мне и палатку здесь не поставить? Нафиг оно мне сегодня ехать, если я завтра лучше с утра проснусь и поеду. В общем, так и сделал. Так что на часах 18:45, палатка уже стоит, поужинал почти. Нет, я еще там, у меня еще есть, я еще чуть-чуть поужинаю. И все, и спать. А утром поеду, проснусь пораньше лучше, пока вот те строители не придут, а то опять будут тут шурудить с утра, как те сегодня утром возле речки там начали лес валить, бамбук загребать, деревья корчевать. Сказали, какого хрена ты к нам сюда пришел? Ну и я свалю пораньше. Вот так вот. Холодно сегодня, плюс 10, нет, 11 показывает термометр. Это сейчас 11, а под утро будет, ну, сделаем ставки, что утром будет плюс 7. Ну, посмотрим. Проехал я сегодня мало, 44 километра. Да и против такого ветра вообще на самом деле не прикольно ехать. Может завтра больше толку. Все, еще немного перекушу и спокойной ночи.